Что-то здесь столько полицейских. Алексей говорит, какая-то крутая машина поедет. И я говорю, может, это в честь предстоящего праздника. Она уже стоит с какими-то необычными красными номерами. Как праздник? Это день города у них, да? Или день страны? Машина катается на концерт. День независимости Турции. Отвели мы детей как это называется, на тренировку. А сами сейчас ищем какую-нибудь кафешку или ресторанчик, чтобы присесть и снять для вас мукбанг. Ну, какая-то она что-то совсем унылая. Ты же на локацию тоже смотри, чтобы красиво было. Ты же представляешь, что эта картинка будет на видео. Вот тоже кафешка. Называется кафе Рио, там есть дело. А вот какое-то что-то это. Тут вот столы хоть цивильные стоят. Дондормашная. Enjoy Burger. Burger House. Опаздывает. Да. Так, если сядем, то куда? На крайний столик? Пойди посмотри, что-нибудь. Ну, да что смотреть? Рава. Здорово. Там, смотри, сзади. Бургер нарисован. А как ты сядешь? Рава. А как ты сядешь? Да жарко-то ладно. Жаркости не ломит. Ну что, друзья, мы сейчас отсняли для вас мукбанг. Обещали показать бургер, на фоне которого мы хотели снять мукбанг, но не получилось. В итоге снимали на фоне вот этой травы. Алексей вот уже собирается вот в таких оригинальных металлических подставках нам подавали бургер. Это безумная вкуснятина, друзья мои. Возьми салфетки с собой. Давай. Мы сюда еще обязательно вернемся. Обычной картошкой и обычным бургером малоежек смогли удивить. Не просто удивить, а до восторга удивить. Салфеточки мои тоже захватывай. Сейчас у тебя еще и маски лежат, и все остальное. В общем, мы тут, видите, со своими манатками. Работа у нас такая. Отработали добросовестно. Объелись, как колобки. Да, Алексей Николаевич? Добросовестно работал? Старался? Я старался. Я тоже старалась. Можете сходить на мукбанг, посмотреть. Да, проверить. мукбанг выйдет намного раньше, чем влог, поэтому можете сходить, проверить. Сегодня какое число, Леш? 25-е, 26-е. 26-го. Сегодня 26 или 25? Я точно не могу сказать, 26-е. Точно 26-е. Значит, 27 числа этот мукбанг уже должен будет выйти. Мы бежим сейчас за детьми, забираем детей и бежим потом на тренировку. Ой, на английский язык у нас дети сегодня занимаются английским. Смотрите, как красиво, антуражно. В общем, владельцы молодцы. Огромный восторг. Эти тоже все металлические, в ведерке зубочистки, в таком кувшине трубочки. В холодильнике напитки различные. В общем, что говорит? Вот эти вот подставочки здесь подготовлены для новых гостей. Нам точно все посчитали? Да нет. Кое-что соображаю, не надо. В итоге у нас чек вышел на 149 лир 50 куруш. 150 лир. Это вполне адекватная цена, потому что малоежки, вы только вдумайтесь, ваши дорогие малоежки выкатываются отсюда колобком. В общем, Enjoy Burger в Эрдемли нас удивил. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Туда дорога. Мы за детьми. А ты сказал, куртки надо, не холодно, Леш? Пока нет. Сейчас пока мы туда-сюда возьмем, пока придем, и будет прохладно. Там, видишь, чай-то нигде не указан, поэтому вроде чай мы не оставили. А в других заведениях указан, да?
Ну, там бывает какие-то много букв, много цифр и... Там не поймешь. Пап, мы им сделали рекламу. Мы оставили больше, чем чай. Это реклама, которая будет жить всю жизнь теперь на нашем канале. Правильно? Вот так преображается огоньками Эрдемли в ночное время. Пять минут, 5 минут. Успеваем за детьми. 5 минут, 5 минут. Нам очень долго готовили, друзья мои. Если вы мега голодные, уже прям в голодном обмороке, тогда мы это заведение не рекомендуем. Не-не-не, нормально. Там эти колечки принесли из Трипсы быстрее намного. Ну, не намного. Ну, намного. Все равно мы долго их ждали. Они Поэтому даже- если они даже люди- соспить уже успели в конце. Ну ладно, не буду спорить. Арбузы у нас еще 26 октября продаются. Киви крупные какие. У нас хлеб дома есть? Есть, да? Лепешка там еще целая. Семиты здесь классные продают. Не будем? Парочку, да? Чтобы свежачком их съесть, да? Слушай, ну я очень довольна. Прям очень-очень довольна. Супер. Короче, Алексей пошел в банкомат деньги снимать, чтобы время не терять, потому что буквально через полчаса у наших детей, у Миши, начинается английский язык, а я пришла за детьми. Походу, они еще занимаются. Вон Олег сидит и Миша рядом. В черной майке и в зеленой майке. Занимаются дети все в масках, кстати. Мишу вижу. Вот он. Всем доброе утро. Доброе утро. Сегодня нас поднял звонок нашего дорогого турецкого друга Эрая. Вот. Он позвонил нам, чтобы сказать, что буквально с минуты на минуту нам привезут наш телевизор. Мы заказали телевизор. Диагональ телевизора 39. Марка, бренд нам неизвестный, но точно такой же бренд у наших друзей. Поэтому, в принципе, показывает ярко, красочно, когда мы у них находимся. Я когда последний раз там была, подруга Сардинь смотрела сериал. Все так насыщенно, четко, ярко, суперски. И я вспоминаю, как телевизор показывал у наших подмосковных друзей. Намного-намного более блеклые краски. Может быть, конечно, дело в настройках. Да, Леш? У кого? У Вестл, который новый Лены? купили, да, у Лены. Потому что они смотрели с Ютуба какой-то сериал 2017 года. Сам фильм такой, да? Может, фильм в таком качестве. Да ты дергай пальцем-то, она уже поедет сама. Потому что это сериал еще специально в составленном формате. Понятно. В общем, распаковка телевизора у нас началась. I forgot to tell you this television don't have Wi-Fi. Турецкие эти? Так. В телевизоре самое главное, чтобы была целая матрица. Это прям вот самое-самое главное. Так, ставь. Убирать? Вот такой телевизорик. Ничего себе, больше, чем наш стол.
Ты хочешь ножки привинтить? Надо кронштейн покупать. Я понимаю, но сейчас-то его надо как-то это самое. А куда поставишь? На кухонном столе? Да, на Мишином столе. А Мишу? Мишу выкинем. Ой, мамочки. Ты хочешь включить его, да? Ну да, Попробуй. уже не включим, и точно его. Ну ладно, занимайся, в общем. Позже покажем, как он там что-нибудь показывает. Ну что, друзья, вроде показывает телевизор. Смотрите, куча разных языков. Туркче, болгарский и даже русский есть. Давай, Алексей. Украинский, давай. Страну. Ну, Турция, наверное. Что тут еще? Ну давай, Турция. Или Россия попробуй. Да делай Турция, он потом айпишники все равно же поймет. Не знаю, для чего это, конечно. Ну, вроде показывает, матрица вроде цела, да? Ну, пока дальше. Ничего, полный экран мы не включили. Пока, да. Ну, давай, включай, посмотрим потом. Что он хочет? Что-то хочет. Все по-русски, что хочет. Читай и понимай. Так, телевизор мы подключили. Сейчас вам покажем. Дети у нас тут завтракают. Лепешку вот такую купили. Это. Я такие лепешки умею сама печь, но в этот раз ребята купили. Сыр, масло, овощи, короче, они едят. Да, Миша? Папа, а что вы не подняли, пока там стул стоял? Вот это. Это, во-первых, не отсюда. В общем, вот, смотрите, телевизор работает. Ну, уже зайдите в комнату. Популярных блогеров включили сразу. Как же без них? Ну, вроде изображение хорошее. Показывает нормально все. Мы купили самый-самый-самый дешевый телевизор. Обошелся он нам в 1900 лир. Здесь всего один разъем HDMI и нет интернета. Но для нас это не проблема, потому что мы с России привезли Chromecast оборудование. Это оборудование, которое позволяет подцеплять YouTube. Он только YouTube подцепляет, да, Леш? То есть уже и там какие-нибудь другие видео, что-нибудь там уже включить нельзя. Можно, если из Google Chrome, из браузера, любое, что он Google Chrome показывает, можно кинуть на экран. Но это не интернет в телевизоре у нас появился, а просто вот возможность перекидывать любые видео на экран. Да, из Google Chrome, не то что видео, вообще все, что происходит у тебя в Google Chrome, можно кинуть на экран на это. Это как в Google Chrome дополнительное окошечко появилось, можно нажимать, и все, что ты делаешь, просто транслировать на большой экран. Да, но это не совсем же как HDMI подключение. HDMI подключение, он должен в твоем ноутбуке можешь параллельно транслироваться. Можешь проводом воткнуть. Нет, я к тому, что это же есть HDMI включение. Проводом включился, и все, что у тебя на ноутбуке, транслируется на телевизоре. Но это же другая система. У нас же сейчас вот это видео, которое играет в телевизоре, не играет в ноутбуке, правильно? Это же ноутбук запущен. Оно не играет. Ну, установилось, имеешь в виду изображение? Да. Но я сейчас начну там, если щелкать, что-нибудь другое делать в окне Ютуба, то ничего не будет. Выкинется. Нет. Я сейчас нажму и закрою это окошко. Да? Ну да. Ну, то есть конкретно в Ютубе ты больше ничего не можешь делать. Но при этом в других местах ты можешь делать. Да. Ну ты просто неправильно объясняешь. Эта штука, она работает вместе с браузером Google Chrome. И все, что там происходит, может туда транслировать на экран телевизора. Либо она может просто с телефона. Ты открываешь любой... Сейчас все телефоны, какие у нас есть на андроиде, все, кто в этой же Wi-Fi сети сейчас находится, у нас две Wi-Fi сети, 5 ГГц и 2,4. Вот. То есть все, кто в 2,4 находится, в том же, что и эта приставка, просто любое видео, которое он видит в телефоне, нажимает кнопку и отправляет на этот телевизор. А уже 5 ГГц туда не кинется. 5 ГГц это устройство не понимает. Я к тому, что людям объясняю, я к тому, что кинули туда изображение, и можно заниматься другими делами в ноутбуке. Когда HDMI-транслирование идет, ты включил сайт какой-то, все, у тебя на телевизоре сайт будет. Именно... Опять же,
Ты ноутбук не всегда стоит возле телевизора, ноутбук может в другой стороне комнаты стоять, и поэтому тащить туда этот провод придется через всю квартиру. Да, HDMI, когда подключаешь, во-первых, ты проводом уже привязан к телевизору, это во-первых. А во-вторых, все, что у тебя в ноутбуке творится, транслируется на телевизоре. Но у нас, например, вот это вот Chromecast оборудование дает возможность, кинули туда видео, и занимается Алексей уже другими делами. В ноутбуке у него уже не видео, а там какие-то свои дела. А видео продолжает играть на телевизоре. И этот Chromecast, он работает через Wi-Fi, соответственно, в любой точке квартиры, где доступен Wi-Fi, вы можете из любой точки квартиры закинуть в телевизор видео на трансляцию. Ну, вот такая система, короче. Это не показала вам сразу. Chromecast представляет из себя вот такую вот штучку пластиковую, просто вот стик такой, короче, с проводом. И проводом втыкаешь один Chromecast втыкаешь в HDMI, а провод втыкаешь в USB. И, собственно, настройки Алексей произвел, чтобы он зацепился к нашему Wi-Fi. И все работает. Вот, а купили мы самый-самый простой телевизор из-за дешевизны. Здесь всего, как оказалось, один HDMI разъем. Но наш турецкий друг заказал нам, чтобы было 3 разветвления, заказал нам за 35 лир. И мы подключили Chromecast оборудование. Все. Chromecast оборудование бесплатное, но потому что мы его привезли из России, мы им пользовались еще в России. А разветвление HDMI нам обошлось в 34 лиры. То есть 35 лир дополнительных, и мы, в принципе, имеем все те же самые функциональности в телевизоре, что и с супер-мега современным навороченным, да? Ну да, может быть, какие-то Netflix люди смотрят как-то вот там за деньги, вот этот Netflix. Ну, мы это не используем. Мы его не смотрим вообще по умолчанию. Да, мы по умолчанию не смотрим, поэтому нам более чем достаточно тех дополнительных опций, которые мы подключили к телевизору. И самый простой телевизор превратился в то, что нам нужно. Да? Да. Так что вот такие у нас дела. Наши подмосковные друзья, на минуточку, купили телевизор с Wi-Fi, он у них там крутой, да? Там он у них современный. За 4500 лир. Мы купили за 1900. Вот она разница, которую мы сэкономили. У них больше диагонали. Ну, чуть больше диагонали. А кто это к нам? А, вода. Иди, встречай. Вода пришла. Заказали воду. И ее нам привезли. Мы опустошаем бутылки вот здесь. Устанавливаем их. Опс. И нам привозят воду. Сейчас Алексей расплатится. Друг Алексею подарил вот такую синюю штучку, теперь при помощи которой он легко перемещает бутылки, а раньше, конечно, было намного сложнее. Да, его почти в охапку брал и тащил. Ну да. Опс. Открываем, погружаем. И на ближайшие 3-4 дня мы обеспечены водой. Вот так все просто и легко. Да, Алексей? Довольно. Одну бутылку мы ставим сразу, помпу туда подсоединяем, а вторая бутылка рядом живет под замену. Вот. И большой плюс в том, что когда мы покупали квартиру, бывшая хозяйка нам оставила эти 2 бутылки, потому что и помпу, потому что если бы не оставила, это все дело пришлось бы покупать. Слушай, дверь открываешь прям такой, прям свежестью оттуда, ух, по ногам, да? В подъезде очень прохладно. Очень прохладно стало в подъезде, да. А вторую баклажку, короче, бутылку Алексей ставит рядышком. Так. Ну что, друзья, телевизор играет, развлекает нас. Единственное, что, не знаю, это претензия к производителю или от того, что мы включили оборудование Chromecast. Мощность звука на 100, а звучит он как будто бы на 30. Мне громко. Мне не громко вообще.
Но это не Слушай, 100, пап. 100 должно быть невыносимо находиться в помещении. Ты в другом помещении находишься. Телевизор на балконе стоит. Нет, все равно. Так, Алексей кушает у нас рукколу. Полюбил ты ее? Вкусная такая необычная трава. Да. Но мы ее в России ели крайне редко. Может, за всю жизнь, живя в России, мы ее, может, пару раз ели. И то где-нибудь в гостях, да? Да. Вот, а сейчас поняли ее вкус, и теперь прям вот так молотим. Жих-жих-жих. Так, доедает салат Алексей, который наша турецкая подруга готовила. Хлеба тут разные. Овощи тоже доедай. Если не даешь, уже в холодильник их не клади, выкинь. Масло, руккола, соевый соус для овощей. Приятного аппетита, а я уже поела. Пока Алексей 40 минут находился в дальней комнате. Ладно, не буду подробнее рассказывать. Пойду вам телевизор покажу. Эти ничего. Всем привет еще раз. Мы разобрались с телевизором. Вроде как показывает отлично, но звук маленький все-таки. На полную... Поспевать самостоятельно. Чего? Подпевать. Алексей будет подпевать. Нет, я склоняюсь... Дайте мне снять влог, певцы. Я склоняюсь к тому, что все-таки мы будем сдавать этот телевизор, друг наш тоже. Ну, как-то, не знаю, купить телевизор, который играет тише, чем ноутбук, это, конечно, ну, не знаю. Будем сдавать, наверное. Тут дурачится молодой человек. А мы собрались в Марину, у детей каникулы, неделя каникул. Выставили итоговые отметки вам? Я сказали, что в 2 этапа выставить сегодня и 1 ноября. В общем, будут еще итоговые отметки выставлять детям. Ну, у Миши все 5 должны быть. У тебя сколько примерно 4 будет? Ну, я не знаю, штуки 2-3, может. 2-3 4 будут итоговые у Олега, у Миши все 5. В общем, в связи с тем, что дети хорошо закончили четверть, в связи с тем, что у них неделя каникул, мы их решили выгулять сегодня. Поедем в Марину. Погуляем, где-нибудь пообедаем, покатаем на каких-то карусельках. Ну так, в пределах разумного, без фанатизма. Кстати, мама. Нам хорошего помнишь, когда мы отдыха. на 5 все заканчивали? Мы в Макдональдс ездили. Помню. Поедем в Макдональдс потом? Сегодня? Да. Будем подумать. Там есть рестораны лучше, можно. Ну, в общем, сегодняшнее ваше культурно-развлекательное мероприятие посвящено вашему хорошему окончанию учебы. Understand? Все, плита у нас все выключена, все хорошо. Сейчас я еще водичку глотну и пойдем. Вызывайте пока лифт.